Здравствуйте, дорогие мои близнецы! Это ваш астрологический прогноз на июль 2023 года. Ретроградная Венера и множество других событий будут вас поджидать. Давайте поскорее об этом узнаем. Ну а прежде, пожалуйста, поставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал. Впереди нас ждет много интересного. 3 июля полнолуние в вашем 8-м доме. Полнолуние – это возбудимость, это эмоциональность. Мы принимаем решения не головой, а своими чувствами. А 8-й дом – все, что касается семьи, мужа и жены. Возможно, вы наконец-то получите предложение, или наоборот, сами сделаете предложение своему партнеру. Либо одинокие близнецы с большой вероятностью наконец-то встретят свою вторую половинку. Также полнолуние может проиграться и в сфере выплат, каких-то пособий или каких-то премий. В этот период вы их как раз получите. Также 3 июля вы подумаете о том, что нужно взять кредит на какие-то вещи, на какие-то ваши цели. Это решение может быть спонтанным, будьте, пожалуйста, повнимательней, потому что полнолуние действует 2 дня до и 2 дня после. То есть 4-5 дней с начала июля вы можете принимать какие-то опрометчивые решения, о которых, возможно, потом будете жалеть. Поэтому лучше все-таки подумать и не решать все, не рубить все с плеча. 8-й дом – это также трансформация, внутренняя трансформация. Может, вы решите, что вам нужно больше развития, вам нужно больше информации, вам нужно прокачивать себя, чтобы добиться каких-то успехов. Вы можете почувствовать, что недостаточно образованы или недостаточно осведомлены какими-то вещами. Чаще вы будете задуматься об этом, куда мне стоит идти, куда мне вкладывать свое время. И в момент полнолуния также сдвигаются какие-то ситуации, сдвигается все с мертвой точки. Если у вас был какой-то проект, который долго-долго шел с вами, в это время он может наконец-то дать свои плоды. Или задачи, которые вы не могли решить, проблемы, которые за вами тянулись долгое время, вы можете сейчас как раз поставить там точку. 11 июля Марс входит в ваш 4-й дом. Марс – это планета силы воли. Это как локомотив, который нас куда-то тащит, куда-то двигает вперед, вперед и вперед. А 4-й дом – это все, что касается семьи и наших корней. В этот период вы захотите вернуться домой, вы захотите побыть в кругу любимых и близких вам людей, вернуться в свой отчий дом, вернуться в места и в края, в которых вы родились или в которых вы проводили время самое светлое в вашей жизни. Все, что касается недвижимости, это тоже 4-й дом. Марс может заставить вас взять ипотеку. Или вы задумаетесь о том, что пора бы иметь свое жилье. Или вы поменяете квартиру. Или вы все-таки примете решение переезжать в другой город или в другую страну. Все, что касается эмиграции, здесь тоже может проиграться какие-то решения, что все, собираю чемодан, и вот все, я готов или я готова поменять абсолютно все. Внутренние переживания вас могут посещать, что вы не можете сделать какие-то действия, не можете изменить то, что вам не подвластно. Из-за этого вы можете ощущать какую-то злость, какое-то разочарование, но будьте внимательны, пожалуйста, этот период тоже пройдет, закончится и все станет на свои места. 12 июля планета Меркурий входит в ваш 3-й дом. Планета Меркурий – это общение, это коммуникация, это информация, это звонки, это переговоры. А 3-й дом – это все, что связано с обучением. Вы получите, возможно, долгожданный диплом или закончите курсы, которые повышали вашу квалификацию, или вы получали какие-то новые знания, какую-то профессию. Вы наконец-то получите бумаги, которые подтверждают ваш профессионализм, ваш уровень профессионализма. Либо вы, наоборот, поймете, на какие курсы стоит идти, вы получите дополнительную информацию о каком-то обучающем проекте, или вы встретитесь с людьми, которые раньше обучались в этой профессии, будете у них узнавать отзывы или узнавать, как происходило обучение или происходит обучение в каких-то школах, институтах и так далее. Все, что касается документов, визы, справки, вы наконец-то их получите.
И все, что касается транспорта, тоже. Возможно, вы поменяете машину, купите машину или начнете задумываться о том, что пора изменить свое средство передвижения, либо пересядете на другое средство передвижения. Информация, новости вас будут посещать, просто круговорот новостей. Вы не сможете даже успевать реагировать на все, что будет происходить в вашей жизни. Все, что касается договоров, подписей, вы тоже будете что-то подписывать, какие-то бумаги очень важные, может быть, аренда жилья, какие-то контракты, все, что касается работы в том числе. Третий дом также это и торговля. Если у вас есть свой бизнес, то в этот период у вас возрастут выручки, возрастет количество клиентов, которые захотят воспользоваться вашими услугами. 17 июля новолуние в вашем втором доме. В новолуние мы чувствуем себя как выжатый лимон. У нас как будто бы уходит энергия. Апатия появляется, лень, мы не хотим ничего делать, мы не хотим никуда идти, никакие обязанности и обязательства выполнять. Это словно вот наша энергия утекла, и мы потихонечку в этот момент восстанавливаемся. Второй дом – это дом денег, и здесь, возможно, какие-то задержки в переводах или какие-то задержки в премиях в новолуние, либо же наоборот, вы поймете, что вы не хотите зарабатывать деньги в этой сфере деятельности, или этих денег мало для того, чтобы добиться каких-то целей в своей жизни, вы это можете понять. В это время также происходит остановка. Мы задумываемся о том, правильно ли я зарабатываю деньги, а хватает ли мне то, на что я трачу свое время, хватает ли эта сумма денег на то, чтобы жить счастливо. То есть в этот момент мы задумываемся обо всем, что происходит в нашей жизни. Все, что касается даже самооценки. Возможно, вы почувствуете, что вы недостойны, к примеру, какой-то должности или какой-то профессии. Гоните эти мысли прочь. Опять же, напоминаю, что новолуние, оно действует так же, как и полнолуние, 2 дня до и 2 дня после. Этот момент просто нужно пережить и не углубляться внутрь себя, не сомневаться в своих силах. Вы обязательно можете достигнуть всего, чего только угодно. У вас есть все качества для этого, но в новолуние вы будете сомневаться. Также все, что касается накоплений, вы поймете, на что вам стоит откладывать деньги. И все, что касается трат, в том числе, это тоже второй дом. Может быть, вы купите то, что потребуется. Вы не хотите тратить на это деньги, но придется. К примеру, я не знаю, сходить к стоматологу или купить какие-то определенные вещи или товары, без которых невозможно сейчас существовать. 23 июля Венера разворачивается в свое ретроградное движение в вашем третьем доме. Венера – планета удовольствия, планета комфорта, отношений, любви, денег. И свое ретроградное движение она начинает с того, что привносит в нашу жизнь хаос, неразбериху, какой-то даже обман. Поэтому в это время нужно быть начеку, нужно быть аккуратным и особо внимательным. Одинокие близнецы могут познакомиться в этот период с людьми, которые либо будут нести в вашу жизнь какую-то дезинформацию, обманывать вас или выдавать себя за других людей. Будьте аккуратны, не доверяйте всем подряд. И новые знакомства все-таки не стоит так открыто при новых людях себя вести и рассказывать о своих планах. Все, что касается денег, здесь тоже вам могут пообещать одну заработную плату, если вы устроились на новое место работы, а по факту выйдет совсем другое. Венера также может обмануть и с какими-то премиями, с какими-то выплатами, то есть вы ждали определенную сумму, но может прийти другая сумма. Также все, что касается разочарования, это тоже ретроградная Венера. В отношениях вы можете разочароваться в человеке, просто потому что вы надеялись на него, но он может вас подвести. Конечно, мы все не роботы, мы все имеем какие-то свои минусы и делаем ошибки в жизни. Вам не стоит сразу решаться на какие-то изменения в личной жизни, что все, меня не понимают, что все, я тут не нужен или не нужна. Ни в коем случае не давайте себе таких мыслей, пусть эти мысли вас не контролируют. Все это ретроградная Венера, она пройдет,
и все станет на свои места. В этот момент мы также возвращаемся в свое прошлое, мы смотрим на свой опыт жизненный, что мы прожили, а куда мы сейчас стремимся, а правильно ли я делаю какой-то выбор. Также в период ретроградной Венеры не стоит делать какие-то эксперименты во внешности. В большинстве случаев итог каких-то манипуляций вам не понравится. Не стоит перекрашивать волосы или кардинально менять имидж, или делать какие-то инъекции в ретроградную Венеру. Все это может перевернуться с ног на голову, и действительно в какой-то период времени вы поймете, что совершили либо ошибку, либо вам сделали что-то не так, как вы хотели. На следующий день, 24 июля, Солнце входит в этот же третий дом. У вас появляется энергия, у вас появляется творческое развитие. Но помните, что в этом же доме и Венера ретроградная. Возможно, вы захотите новый проект. У вас появится куча энергии, куча сил, чтобы общаться с людьми, искать какие-то новые пути достижения целей. Вы поедете в какие-то поездки, либо вас пригласят в какие-то поездки, в гости, вы захотите быть больше среди людей, вы почувствуете, что вы, да, можете, это все я могу, но будьте аккуратнее. Опять же, да, в третьем доме ретроградная Венера, все ваши силы, они могут дать пользу, они могут принести свои плоды, но просто будьте аккуратны в общении, в коммуникации. Смотрите на людей, наблюдайте за людьми, кто как с вами ведет себя, и не доверяйте тем людям, с которыми вам действительно дискомфортно. И под конец июля, 29 числа, Меркурий входит в четвертый дом. Четвертый дом – это семья и корни. Может быть, кто-то вам позвонит, мама, папа, близкие, родные люди, позовут в гости, или вы поедете в гости, либо вы позвоните домой. Вам захочется быть немного в такой ностальгии, вспоминать прошлое, с улыбкой относиться к прожитым годам, вспоминать людей, с которыми вы жили или с которыми вы проводили какой-то промежуток времени. Если у вас бизнес, вы можете наконец-то найти помещение для аренды, либо заключить договор аренды. Вам могут сделать скидку на приобретение жилья, к примеру. Вы поймете, что можно сэкономить, если переселиться вот в этот район, или сдать квартиру при таких условиях, либо воспользоваться услугами риэлтора. Новости из-за границы, новости из каких-то госучреждений могут прийти в конце месяца. Они могут вас порадовать, они могут дать зеленый свет на какие-то действия. И все, что касается передвижения, движения, поездки на дачу, поездки в отпуск, в конце месяца будут более благоприятны. Вы зарядитесь энергией на будущее и поймете, что да, наконец-то настало время, когда я могу выдохнуть и спокойно решать свои проблемы. Общение с друзьями, общение с бывшими коллегами тоже может быть 29 июля. Меркурий – это планета коммуникации, как я уже говорил. И в это время о вас могут вспомнить даже люди, о которых вы уже давным-давно забыли. Вот такой астрологический прогноз для вас, дорогие мои близнецы, на июль 2023 года. Хочу пожелать вам удачи, терпения, силы воли, чтобы идти вперед, нестись как локомотив до конечной своей цели. Пусть ваши мечты исполняются, чаще улыбайтесь, позитива вам, радости и крепкого здоровья. Спасибо большое за просмотр. Увидимся с вами совсем скоро. До свидания.